И всем привет, меня зовут Влад4 Кобяков. И добро пожаловать в телепатию челлендж. Сегодня мы с тобой, Влад, будем играть в телепатию челлендж с едой. Мы будем готовить пиццу, хот-дог, бургер, салат и даже пасту. Представляете? Каждый раунд нам будут приносить 3 варианта ингредиента. И телепатически через эту стенку мы должны будем с Кобяковым выбрать одинаковый вариант. Я уже снимал такое видео с Глентом, оно вам очень понравилось, там очень много просмотров. Мне тоже понравилось в нем участвовать. И по ходу того ролика мы выяснили, что с Глентом мы так себе братаны. Теперь, Кобяков, нам нужно проверить, насколько мы с тобой братаны. Если мы с тобой выберем больше половины правильных ингредиентов, то мы с тобой братаны. Если меньше, то не братаны. Вот такая игра. Но этого быть не может. Мы уже совсем скоро начнем, но сперва минуточку вашего внимания. Наверное, самое сложное, что есть на земле, это найти красную кнопочку подписаться. 38% не знают, где она, не знают. Они все ее пытаются найти, но у них не получается. Нужно хорошенечко поискать. Я, например, знаю, где спрятана моя красная кнопочка подписаться. Давайте покажу. Вот она лежит. Думала, спрячется от меня. Вот она, стоит, прячется. Я ее нашел и нажал. Теперь, ребята, ваша очередь. Вам нужно найти вашу красную кнопочку подписаться и попробовать на нее нажать. У тебя получится, я верю. Ну что, давайте начинать. И в первой же игре мы будем готовить пиццу. Начинаем с интересненького. Я думаю, что у нас с Кобяковым должно получиться, потому что мы кое-как связаны с едой, но об этом никто не знает. Ну что ж, ждем первые ингредиенты, первый выбор, и давайте уже его будем делать. Итак, ребята, вот корж для пиццы. Ага, вот так он выглядит. И нам принесли 3 соуса. Вот они перед вами. У нас есть томатная паста, у нас есть сырный соус и чесночный соус. По-моему, это очевидно. Ребята, я тут начал пробовать, и один соус мне так понравился. Вообще объедение. Сейчас еще вот это попробую. Я выбрал. Ну что, намазываем наши соусы. Вы, ребята, уже видите, угадали мы или не угадали. Мне кажется, Кобяков, ты не угадал. Потом ты попробуешь мою пиццу, а я твою попробую, хорошо? Все готово. Следующий ингредиент. Очень интересно, что нам приготовили. Это, наверное, колбаска или какая-нибудь посыпка, или чем-то нужно наполнять пиццу. Вы посмотрите, теперь нам нужно выбрать начинку для пиццы, мясную начинку, и вы посмотрите, как это все съедобно и очень вкусно выглядит. Есть 3 варианта в этом раунде, но я знаю, какую пиццу Влад обожает, поэтому я думаю, выбор очевиден. Вкусно, очень вкусно, но не для пиццы. Это delicious, просто delicious. Выглядит вкусно, но не вкусно. Я выбираю вот это. Вот такая вот пицца получается, по-моему, красиво. Кобяков, тебе так понравится моя пицца, что ты просто обалдеешь. Ты вообще будешь в шоке. Она очень уже вкусная получается. Я уверен, тебе тоже понравится моя, потому что по запаху она просто обалденная. Лучшего, чем этот ингредиент сочетания, быть не может, поэтому... Это ты про мою пиццу? И про свою. Согласись, что хочется все мясо добавить, по чуть-чуть. Кроме одного, мне кажется. Наверное, кроме вот этого, да? Покажи пальцем. Вот этого. Да? Это самое невкусное. А мне кажется, самое невкусное вот это. А самое вкусное вот это. Ну что? Двигаемся дальше. Хватит там есть. Я не ем, я просто облизываюсь. Очень просто вкусно все. У меня прям слюни текут. Я очень голодный, и я рад, что мы снимаем это видео. И я знаю, какой ингредиент сейчас добавишь ты, чтобы эта пицца стала еще вкуснее. И я тоже добавлю его, потому что я... У тебя тоже колбаса 2 раза? Да. Не понял. Типа двойная пепперони, двойная солями? Не-не-не. Так, это... Я попробую, конечно. Может, вкусно? Все он пробует, а? Тема. Все, я начинаю добавлять. Все, я добавил. Delicious. Ну что, ты добавил уже все? Добавляю еще чуть-чуть. Стараюсь добавить как можно больше этого ингредиента, чтобы прямо она такая сочная, вкусная была. И мне кажется, я знаю, что ты выбрал.
Я готов. Смотрите, как это аппетитно выглядит. Даже не хочется, мне кажется, что-то еще добавлять. Может посыпать, знаете, сверху с сырочком, и можно есть. Я готов. Вот так вот выглядит моя пиццуля. Ну что, тогда давай двигаться дальше. Да, давай. Я думаю, еще пару ингредиентов ей не помешает. Так, Кобяков. Ну что, есть мысли? Я точно не добавлю вот это. Вот точно. Вообще 100% не добавлю, потому что, ну просто не добавлю. Это я тоже не добавлю, потому что я считаю, что это не должно быть в пицце. А вот это вот, я думаю, можно немножечко вот так вот добавить. Я тоже так считаю, поэтому добавлю то же самое, что и Влад. С каждым раундом пицца становится все вкуснее и вкуснее. Мне уже не терпится ее откусить, съесть и наесться, потому что я очень голодный. Что ты, Кобяков, там у тебя происходит? Добавляю ингредиент. Пытаюсь все делать не только вкусным, но и эстетически красивым. А так можно было? Ну, у меня, в принципе, все в этом раунде готово. И оно пахнет, блин, вообще. Вот что-то напоминает, как будто, знаешь, праздничный стол новогодний такой прям. Очень вкусно. Это что ты туда наложил? А ты прям много, ты все накладываешь, всю тарелку или чуть-чуть? Ну, чуть-чуть. Ну ладно, вот так выглядят наши пиццы, давайте двигаться дальше. Так. Давай пробовать, смотреть по вкусу, как это будет сочетаться с пиццей. Вкусно. И это вкусно. Я по запаху почувствовал здесь мой любимый сыр, и в принципе я думаю, что он должен быть в любой пицце. Я вот про него. Так, я точно отказываюсь от этого сыра. Вот. Думаю, между этим и этим. Пробовал, долго пробовал и выбрал вот этот. Но смотрите, что я делаю. Логично предположить, что это завершающий ингредиент, поэтому его не стоит жалеть. Максимально добавляем его на нашу пиццулю. Я тоже закончил, я готов, в принципе, презентовать миру свою пиццу. Теперь самое время сравнить пиццы мою и Кобякова. Кобяков, давай свою тарелку, а я тебе свою. Давай. Сейчас узнаем, насколько мы братаны. Я уже вижу, что где-то тут несходство получилось. Давай свою Сейчас, тарелку. подожди секундочку, я еще кое-что хочу сделать. Я чуть-чуть сырку хотел добавить просто. Ну, согласен, выглядит у тебя симпатично. Смотри, давай по ингредиентам. Соус у меня сырный, у тебя... У меня тоже сырный соус. Тоже. Колбаса у меня изначально я добавлял обычную вот эту вот солями. Я другую. Дальше я добавлял бекон, как и ты. У меня тоже бекон. Потом я добавил помидоры, у тебя перцы, ну и сыр пармезан. В общем, в этой игре пицца нам принесла 3 балла братана. Ну что, давай, мне не терпится попробовать. Но я хочу свою попробовать. Ну ладно. Ну я тебе дам кусочек своей, и ты мне своей тоже. Но мне очень хочется свою попробовать. Этот кусочек я беру себе. И сейчас нужно отрезать кусочек для Кобякова. Все, готово. Ну что, Кобяков, держи кусочек, а ты мне свой. Так, давайте сравним, кто, братан, лучше. По-моему, я Кобякову приготовил больше кусочек. Ну не знаю. Смотри, больше. Ну не намного он-то и больше. Ну что, я сперва давай тестировать свою пиццу. Очень вкусно. Да, а теперь попробуй свою пиццу. Так я свою пробовал. Моя пицца просто офигенная. Очень понравилась. Ну что, Кобяков, пробуй мою теперь. Да, я сейчас попробую твою. Мне кажется, все идеально, но перец все-таки здесь неуместен. Сейчас я твою пробую. Фу! Нормально, вкусно. Самое главное, у нас теперь 3 балла братана, а мы теперь двигаемся дальше и будем готовить пасту. Представляете? Нет ничего сложнее, чем выбрать сейчас основу для пасты. Я думаю, точно не это. Что-то между вот этими двумя. Но вот смотрю, знаете, и вот по-любому. Все, уносите эти. Выбрал? Выбрал. Все, забирайте пасту. Так, я не смотрю, что там сделал Кобяков. Все, не смотрю. Привет. Все, я уже перемешал макарошки, уже не терпится туда что-нибудь добавить. Я даже, кстати, не представляю, какие ингредиенты будут дальше. Ну что, тестируем соус. Я на самом деле ожидал другого. И я. Ну, то приготовили. Это слишком банально и так, по-домашнему, поэтому вряд ли. Вот между этим и этим. Что, выбирай. А ты что выбрал? Ну, вот это выбрал. Все, я уже даже залил.
Все. Маловато соуса, конечно, для такого количества пасты. Ребят, ну что, я могу сказать, в принципе, готово. Посмотрите, ну чем не блюдо? Берешь с чаечком и пошел. Уникальный человек ест пасту с чаечком. Нужно срочно переодеться. Ну что, ребят, пока я переоделся, новые ингредиенты уже появились на столе. Так давайте разбираться, что это. Это не подходит в пасту, это просто вкусно есть. Я думаю, именно то, что сейчас Влад пробует, подходит в эту пасту. Ну что, я добавляю вот это вот. А ты много добавляешь? Ну, нормально так насыпаю. Насыпаешь нормально, ну хорошо. А мы ж потом это пробовать будем, да? Ну, я свою буду точно, мне нравится. А мою? Не знаю, смотря что ты там намешал. Я добавил ингредиент из этого вот списка, и моя паста хуже от этого не стала, а наоборот только вкуснее. Ну что, Кобяков? Я тоже готов, я добавил то же самое, что и ты, я уверен на 90%. И, в принципе, готов переходить к следующему ингредиенту. Я думаю, это будет какой-нибудь сыр. Так, что это? Это вот это сыр моцарелла у тебя, да? Есть тут. У тебя есть на столе сыр моцарелла? Ты про меня? Да. Да, есть, но он в странной форме почему-то в этом раунде. Это, я не помню название этого сыра. А это что? О, я нашел то, что мне нужно. Мне вот интересно, почему в этом раунде сыры покрышены правильно, а в прошлом раунде они были покрышены неправильно? Не знаю. Так, я уже засыпал сырку. Я тоже подсыпаю. Уверен, это добавит моему блюду просто плюс 100% вкусности. Ой, как вкусно получается. Блин, ребята, оказывается, я умею готовить. У меня получилось просто вкуснятина. Я бы с удовольствием такое ел дома. И даже кому-нибудь приготовил. Очень вкусно. Ты уже попробовал? Я понюхал. Ну что, в принципе, готово? Да, у меня тоже. Так, и интересно, будет еще какой-нибудь раунд или это все? Ну что, паста на этом раунде готова. В принципе, можно ее пробовать. Ну что, обмениваемся, проверяем. Блин, я так хочу свою попробовать, что я не уверен, что у тебя вкусно получилось. Но бери мою пасту и оценивай. Что ты там уже намешал? Фу, Кобяков, ну и что это такое? В этом раунде мы по 1 баллу зарабатываем, мы сошлись на сыре, в остальном. Как можно было к макарикам добавить бекон, Ну, когда вот ты так готовишь не карбонару? А ты вообще что приготовил? Это что вообще? Что это за мутант? Монстр Это какой-то? паста песто. На, сам ешь свою пасту песто, а мне дай нормальную. Это вкусное, домашнее, чисто. Кетчуп, макарики, бейкончик, все это перемешали, сырку добавили и погнали. Вот так вот. Так вот, я и сказал, что ты не можешь, человек, который ходит постоянно по заведениям, приготовить домашнюю пасту. Поэтому и думал, что ты приготовишь вот такую вот ресторанную заморскую пасту. Не угадал? Ребят, сегодня будет 5 разных блюд. Напишите в комментариях, какое блюдо самое ваше любимое. Хот-дог, бургер, пицца, салат Или паста. или паста. Что из этого всего вы любите больше всего? Напишите в комментах. Мне вот это вообще понравилось. В этом раунде у меня, я считаю, тоже получилась достойная паста. Мне вкусно. Ешь, реально покажи. Не верю. Не верю, что ты это ешь. Мне вкусно, правда. Ну, вот такие пасты получились. Давайте переходить к третьему блюду. Хот-дог! Хо-хо! Сперва нужно выбрать булочку для хот-дога. Так, у нас есть вот такая булочка. Вот такая булочка, которая ничем, кстати, не отличается друг от друга. Ну как не отличается? Отличается. Чем? Одна горелая, вторая просто обычная. Ну вот эту булку я точно не выберу. Понимаете почему? У меня булочка не горелая, а просто с корочкой. Повезло тебе. Повезло мне, да. Ну, в любом случае, я выбираю вот эту вот булочку. Я выбираю вот эту булочку. Переходим к наполнению. Итак, ребята, принесли соусы. Это горчица, горчичный соус. Ядреная горчица. Это майонезик, по всей видимости. А это кетчуп. Точно не вот это. И не вот это, а вот это. Кап-кап. Мы даже в один ритм делаем. Соответственно, у нас одинаковые ингредиенты. Так, ну что, какие сосиски? Так, это у нас копченая. Угу. Так, ну вот это вот будет, наверное, куриное. Вот это, наверное, куриное, а вот Да. это обычное, а вот это копченое. Но, ребята, я понял, что я совершил ошибку, выбрав вот эту вот булочку. Влад по-любому выбрал другую булочку, потому что он готовит хот-дог, в который можно потом помимо сосиски добавить еще что-либо. А я выбрал булочку для французского хот-дога, куда залазит только соус и сосиска. И что делать дальше, я вот не знаю. Но в любом случае я буду использовать вот эту вот сосиску. Я выбрал вот эту сосиску, потому что она вкусная, и все.
Пам-пам-пам, смотрите, тут все очень и очень интересно. Вот подойди сюда поближе. Здесь чипсы, и здесь добавлен лук. Накрышили в чипсы лук, представляете? Это как вообще такое в голову пришло? Не, ну вот как понятно, вот зачем вопрос? Зачем? Зачем? Ну, с другой стороны, а вдруг это вкусно? Ну, чипсы с лучком. Так, здесь корейская морковка. Такое, в принципе, добавляется в хот-дог. И здесь огурчики, корнишоны. Исходя из вкусов Влада, мне кажется, вот это вот добавится в хот-дог. Ну, не знаю, угадал ли ты или нет, но я свои вкусы знаю и уже выбрал. Что там у тебя за дождь? Да не важно. Вкусный. Вот бы все, кто делает хот-доги, добавляли вот именно вот столько начинки. Сразу было бы вкуснее. Ну, мне кажется, у меня тоже аппетитно выглядит. А куда ты там насыпал? Да не важно. Я нашел место. Мне кажется, все, кто сейчас смотрит этот ролик, они такие и пошли посмотрели, что у них есть в холодильнике. Да. Если ты после этого ролика пошел в холодильник, обязательно в холодильник, ну именно посмотреть, что там есть, поставь лайк. О! И что, получается, это финальный ингредиент в хот-доге. Ну что я вам скажу, ну вкусно, ну классно, ну вообще. Предлагаю сравнить продукты. Я думаю, у тебя почти все то же самое. А какую ты сосиску добавил? Куриную. А я копченую. Копченую сосиску в хот-дог. Ну копченая, она со старта вкусная. Так, ну смотри, булочка отличается, к сожалению. К сожалению. Соус кетчуп. Кетчуп — это самый вообще стандартный соус, который можно добавить. Окей, и огурчики. Я же говорю, по твоему вкусу. Я знаю, что ты любишь А где у тебя корнишон. огурчики? Вот там, внизу? Сосиска у меня куриная, у тебя это. Получается раз, два. Чокнемся сосисками и пробуем. Можно не пробовать. А я попробую. Я просто не люблю хот-доги. Отлично. Ну что, ребята, переходим к приготовлению следующего блюда. А я пока даем хот-дог. Ребята, судя по всему, это салат, и я уже 100% знаю, что я добавлю. Почему, спросите вы? По качану. Вот, я добавил. А ты, Кобяков, что думаешь по этому поводу? Вот не знаю. Ты вот такой весь зожник, и я знаю, что ты... Чего? И вот это добавить, и вот это. А если бы можно было все вместе, то вот так вот бы добавил. Но я уверен, ты добавил вот это. Мне этот ингредиент очень нравится. Ну, вот такая основа для салатов получилась. Двигаемся дальше. Ребята, все идет по очень удачному маршруту. Я именно вот этот ингредиент хотел добавить вот сюда. И, в принципе, все совпадает. Так, а ты, Кобяков, ты тут? Да. Как ты относишься к тому, что видишь перед собой? Я обожаю вот эту вот штуковину. Вот это, по-любому. Но в сыром виде. А здесь она вареная, пареная. Ты спалился, а я сразу угадал, что ты говоришь про морковку. Но это я не добавлю, как и он, а добавлю вот это. А я добавлю вот это. Я вам говорю, ребята, получится салатик, записывайте просто рецепт вообще. Я все закончил и, ну, конечно же, я вот этот ингредиент обожаю по отдельности. Очень вкусно, но я знаю, что многие люди не любят сладкий перец. Ты любишь сладкий перец? Ну так. В смысле так? Я обожаю просто его. Так, я почти готов, подожди минутку. Так, все, я готов, я наелся. Вау, ребята, посмотрите, какие крутые ингредиенты. И это круто зайдет в салат. И это круто зайдет в салат. И это круто зайдет в салат. Так, Кобяков, у тебя, может, сразу есть лизер фаворит? Есть лизер при условии, что дальше мы будем добавлять в этот салат мясо. Вот вопрос, будет ли мясо? Не уверен, поэтому добавлю, так как я делаю по индийскому рецепту, добавлю вот это. Я делаю не по индийскому рецепту, но мне почему-то очень хочется добавить вот это. Это выглядит обалденно. Я считаю, что вот эти два ингредиента могли бы немножечко подпортить мне салатик, а этот ингредиент только украсил. Я помню, когда мы были на прошлом ангаре, мы просто обжирались фисташками. Фисташки тема. Ладно, чего мы тут затягиваем? У нас тут не столовка. Мы готовим салаты. Давайте переходить в следующий раунд и узнаем, чем мы заправим наши салатики. Погнали. Ага. У нас в этом раунде участвует сметана. Ох, какой запах-то сметанки, ну. Я не понимаю, что вот это. Йогуртный соус, это йогуртный соус, братан. А что из этого йогуртный соус, а не Смотри, сметана? у меня по центру йогуртный соус. Он как будто кислее немножко по запаху. А это у нас Оливковое масло. Сам шеф-повар А4 Production велел добавить вот это. Ай, Кобяков, у меня салатик просто. И вообще, все ингредиенты, как я и хотел. Сюда бы еще, правда, добавить мяско, говядинки, знаете, и
И соли. И соли. Ну что, готов? Да, у меня даже пахнет, блин, по-летнему, вот как будто я на моречке сейчас. А что, я запуливаю первую ложечку, вилочку точнее. Так, а может сравним сначала? Ясно, я тоже тогда попробую. Прости, я не сдержался. Вообще, вот кайф. Все, как я хотел. Ну что, давай. Короче, у нас отличаются только салатики. Да. 3 балла в этом раунде. Получается, что так? Но с рукколой, поверь, братан, тема. Ладно, дай уже попробую. Ну, у тебя такой дачный получился. Ну вот, не хватает, конечно, да, мяска. Но переходим к следующему блюду. Вау, бургер. Бургер собирать это интересно, это целый конструктор. Сначала берем основу, потом туда лучка, помидорчика, соуса, котлетку засыпаем, это все накрываем. Тимати называет эту штуку, знаете как? Корона. Это 100% информация. Сочный, мощный. Ну что, начинаем? Кобяков, что скажешь? У нас есть ржаная булочка, у нас есть черная black булка и обычная батонная булка. Я знаю, что ржаной хлеб, он типа полезный. Все модные, кто следит за питанием, ест обычно ржаной хлебушек. Так, вот я ломаю голову над вот этими 2 булочками. А я не буду ломать голову, выберу вот эту, по крайней мере, это будет красиво, эстетично. Я думаю, ты уже догадался. Да, я догадался и выберу совершенно другую. Все, я выбрал булку, давайте переходим к следующим ингредиентам. Так, кетчуп, майонез и горчица. И из этого надо что-то выбрать вот в этот вот вкуснейший бургер. А нельзя выбрать 2? Ты что, собрался делать кетчунес, что ли? Откуда ты все знаешь? Я на самом деле даже 3 бы добавил. Я люблю так 3 соуса добавлять в хот-дог, например. Но, к сожалению, правила такие, что нужно выбрать 1. Так, ну тогда я выберу вот этот вот. Я возьму вот этот вот. Почему? Потому что, когда я добавлю туда еще разных ингредиентов, все это заиграет новыми красками. Я просто вот как нормальный человек готовлю фирменный бургер. Бургер будет называться Кобяков. Ой, блин, как вкусно будет! Главное, чтобы была говяжья котлета. Иначе... А в смысле, я люблю куриную котлету тоже. Я уже хочу сюда наложить уже много всякого, котлет, сыров. А еще, наверное, будет сыр же должен быть в бургере. Да, давайте быстрее, потому что размокнет котлета. Несите следующий ингредиент! Так, ну что, я уверен, что у нас в этом раунде, во-первых, есть говяжья, куриная и свиная котлета. Я уверен, что он добавит вот эту. Я сам не уверен, что я добавлю. А я добавлю вот эту, потому что, ну это вот надо вот так. Вот это мы удаляем, выбираем между му и... Ну ты уже выбрал, ты уже не можешь передумать. Да, я не могу. Как пахнет Кобяков вообще. Ой, тоже хорошо пахнет. Ну вот в одной просто много специй, а во второй натуральный аромат. Да, я, наверное, все-таки беру вот это. Потому что, ну, запах, ребята, даже себе не представляете. Бум! Вот это бургер. Блин, Кобяков, как думаешь, угадали мы сейчас или нет? Я думаю, нет, потому что ты повелся вот на ароматы вот этих вот специй, трав, душистых. Так они все приготовленные, прожаренные. Не, ну вот... Даже свиная пахнет еще лучше, чем это, представляешь? Не, ну свиная такая, она, знаешь, чисто вот котлеты у бабушки. Ладненько, выбрали и выбрали. Идем в следующий раунд. Почему я не хочу ничего выбирать из этого? В моем бургере нету лука. Ребята, я делаю бургеры без лука, но А4 Production поставил в такое вот неудобное положение, где все равно надо что-то выбрать. Вот что-то из этого, наверное. Мне кажется, Глент бы взял просто вот и вот так вот бы сделал. И положил бы по центру. Ну да. Наверное, я все-таки вот этот выберу. Вот этот вот, наверное. Ну, потому что он, типа, лайтовый. Можно же добавить чуть-чуть, правильно? Правильно, да? Правильно? Моргни, если да. Чуть-чуть докину вот так вот, парочку лучков таких. Угу. Я готов. Все, я думаю, это вкусу не помешает, и, в принципе, должно быть супер. Я знаю, что он добавил. По-любому вот этот вот. Который можно щепоточку, хоп, и все. И якобы добавил. Отстрелялся, короче, он в этом раунде, а мы двигаемся к следующему ингредиенту. Ну, меня очень сильно привлекает вот этот вот экземпляр, не знаю как, но вот просто вот все, я его вижу, и я хочу его вот сюда. Но спешить не будем, все надо понюхать, попробовать и вообще рассказать о своих ощущениях. Я тоже так считаю. Понюхаем вот этот, попробуем. Такой бы в бургер я точно не добавил бы. Так. Полежи, малыш. Опа. Чего Кобяков выбрал? Пакетики, значит, открываешь, да? Ну, согласись, вот этот сыр, мне кажется, мы выбрали одинаковый, но он просто,
Извините. Ой. Кстати, Кобяков, Да? понюхай сыр, он как будто из Макдональдса в бургере. Напоминает? А какой сыр? Ну я же знаю, что ты выбрал именно вот этот. Нет. Что нет, ну ты пакет открываешь. Ты не мог выбрать этот, потому что он ну просто, ну типа, если ты его выбрал, ты просто... А этот, он пахнет как будто сыр в бургере в Макдональдсе. Ну ладно, да, возможно, ты и прав. Этот сыр, конечно, прикольный, но почему-то, ну не для бургера, ну не для бургера, реально. У меня будет двойной чизбургер. Зацени, как это выглядит. Вы посмотрите, какой масштаб съемок, ребята. Нужно обязательно поставить нам лайк. Вы представьте, как это вообще сложно все это собрать, все это купить, придумать. Ставьте лайк, пожалуйста, пожалуйста, нам будет очень приятно. У меня будет двойной чизбургер. Все, мир. Двигаемся к следующему ингредиенту. Ребята, это все очень классно выглядит и очень все это вкусно. Подождите, мне нужно подумать. Кобяков, может, давай ты первый? Выбор не очевиден. Да, ребят, я готов сделать решение, я принял. Я готов. Прямо сейчас сделаю загрузочку и... Так, все подсобрать. Все. О. Ну, у меня крафтовый бургер И что это значит? с изюминкой. Ну что, нам говорят, что есть еще один ингредиентик, так что давайте побыстрее его уже сюда засунем, накроем и затестим. Ага. Это пекинская капуста, это салат айсберг, я знаю, да, представляете. А это обычная капуста, от которой грудь растет. Не знаю, как она называется, садовая, дачная, белокочанная. Я думаю, что... Я думаю, здесь выбор настолько очевиден, что просто даже нечего ждать, пока Влад добавит ее в свой бургер. Если бы я добавил другую капусту, я бы уже как бы был бы, ну все уже, приехали. Блин, ребзи, все, бургер просто готов на 100%. Я его готов закрывать крышечкой, вот так вот сейчас. Все, ну выглядит, ну посмотрите, ну просто ресторан. Добавляйте сюда еще картошечки фри, сюда кетчуп и все, и можно отдавать клиенту. Так, я в принципе тоже готов накрывать и... Блин, ребята, я перепутал попу с короной и, короче, собрал не в той последовательности. А ты возьми вот так вот бургер и вот так вот. Опа! Бургер готов. Кобяков, ну что, ты готов увидеть мой бургер? Это шедевр, я хочу похвастаться, как он у меня получился. Ребята, зацените, ну вот это же конфетка просто. Готов увидеть? Давай. Это что за крабсбургер какой-то? Так это и есть крабсбургер. А у меня настоящий бургер ресторанный. Ну, давай обменяемся. Ну согласись. А что это у тебя? Так, у меня горчица, Ага. говяжья котлета, Так, желтый сыр, так, огурчики солененькие, так, салат айсберг так. и черная булочка. А лук? А, лук я покрошил, такого. Жареного? Да. 4 балла у нас в этом раунде. Будешь пробовать мой? Нет, не буду твой пробовать. Ну, я хочу свой попробовать. Все, я хочу просто откусануть свой, посмотреть, насколько у меня получилось сделать вкусное сочетание и вынести оценочку. Горчичка такая пикантная. Хо-хо-хо. Блин, бомба. Реально класс. Это все бы еще чуть-чуть подзапечь, чтобы сырок такой растекся, расплавился. На сколько баллов оцениваешь свой бургер? Ну, я думаю, что это... Ну, ладно, не 8 из 10, это 7 из 10. Это правда неплохо. Ну, у меня плюс-минус так же. Итак, по сумме баллов мы набрали, Кобяков, с тобой 13 баллов. А всего раундов было 25. И это значит, что мы с тобой братаны. Ура! Мы набрали больше половины. Вау, у нас с Глентом так не получилось. Так что мы с тобой больше братаны, чем с Глентом. А вы, ребята, напишите в комментариях, я по-прежнему жду, какое ваше любимое блюдо. Бургер, хот-дог, салат, пицца или паста. Выбирайте что-то одно и пишите в комментариях. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилось смотреть это видео. А если это так, то обязательно ставьте лайк. Ну а с вами был я. Меня зовут Влад4 Кобяков. Всем пока-пока. Ребята, вот эта вот круглая кнопочка подписаться, она тоже бывает. Вот нажмите на нее и произойдет магия. А это видео вам советуют посмотреть сам YouTube. Ого! А это видео чисто от меня. Нажимайте куда-нибудь.